Всем привет! Добро пожаловать на канал, с вами Оксана, и в сегодняшнем видео я буду шить бортик-косичку из 3 прядей. Косичку я буду шить из трикотажной ткани. Это эластичная ткань и очень хорошо растягивается, и как раз подойдет для такого изделия. Также мне понадобится холофайбер, труба, через которую я буду наполнять холофайбером косичку, ножницы, иголки, нитки, линейка, сантиметр, карандаш и швейная машина. Для того, чтобы сшить трехрядную косу, мне необходимо вырезать 3 полосы размером 18 см на 190 см. Кровать у меня в длину составляет 135 см, поэтому на длину 135 см нужно добавить еще 40-50 см. Также, если вы хотите сделать косу более широкой, то можно ее сделать четырехрядной. Для этого необходимо будет выкроить 4 полосы, либо сделать просто полосы пошире. Теперь я сшиваю между собой эти полосы по короткому срезу. Трикотаж я буду сшивать на обычной швейной машине и обычным прямым швом. Также можно сшить зигзагом. И у меня получается одна длинная полоса. Теперь я ее складываю вдвое, лицевой стороной вовнутрь, изнаночной наверх. Сшиваю с одной стороны и по всей длине по краю. После того, как я сшила, я ее выворачиваю на лицевую сторону и наполняю холофайбером. Скажу честно, что набивать холофайбером косу через трубу мне было не очень удобно. У меня довольно-таки короткая труба и не очень длинная палочка, которую я позаимствовала у своей дочери. Поэтому я решила попробовать немножко другой способ. Я опять вывернула наизнанку свою заготовку, по чуть-чуть вкладываю туда холофайбер и выворачиваю постепенно на лицо. Мне было так намного удобнее набивать косу, но, к сожалению, тоже это занимает довольно-таки немало времени, поэтому наберитесь терпения, если будете тоже набивать таким же способом, как я. Советую не набивать сильно косу, для того, чтобы она была не упругая, а более мягкой, и ее было удобнее затем плести. Если вы знаете еще какие-то способы, как набить полосу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, это кому-то пригодится и кто-то этим воспользуется.
Я уже набила холофайбером полностью свою заготовку, и теперь я могу зашить отверстие. Вот такая у меня получилась коса. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока.